как устроена монада, как взаимодействуют ее части, как связаны части монады с персонажами. Это настолько уникальная, захватывающая игра, как единой общей структуре познать себя в своем объеме, только разделившись на части. Это и происходит, если рассматривать процесс уровня монады. Она делится на 12 частей, у каждой из которых есть доступ к единому серверу, памяти, информация о себе и мироустройстве. Каждая часть делится на 12 персонажей. Это те ролевые модели, которые вы наблюдаете в своей жизни, как мужские, так и женские. Все это время вы определяли себя через отстранение от других. У вас не было четкого ответа на вопрос «Кто я?». Вы всегда характеризовали себя как «Я не это», «Я не то», «Я не такой», «Я другой», постоянно отталкиваясь друг от друга. Подобно тому, как у частей монады есть доступ к единому серверу, также и персонажи обладают этой памятью. То, что ты не помнишь о себе, не признаешь своим, не принимаешь, все равно является твоей частью. Игра одной сути, самой собой. Она словно раздала свои части, свои качества, таланты, проявления. Но чтобы этот опыт был более объемный, у каждого персонажа какой-то свой оттенок. Вы так и живете, соревнуясь, сравнивая, оценивая, кто видит лучше, чье знание, истина, кто ближе к просвещению, не осознавая, что только собрав все части, соединившись, обменявшись опытом, услышав разные мнения, разные взгляды, вы способны увидеть картину целостной, истинной. Персонажи, которые выгружены из вас же, не враги, не соперники. Это ваши же части, которые помогают вам переходить с одного уровня на другой, дополняя ваши знания, проявляя новые стороны ваших навыков, о которых вы, возможно, даже не подозревали, раскрывая новые аспекты ваших качеств. Это всегда эволюция, не гонка, не соперничество. Это всегда совместный рост. Пронаблюдав за своим окружением, вы можете заметить, что иногда лица меняются, но основная суть остается. Какое-то качество, манера, проявление, общее для нескольких людей, потому что там никого нет. Меняется аватар, но суть остается. Она также вместе с вами растет, видоизменяется, эволюционирует, становится более осознанной. Переходя на новый уровень, вы также выгружаете и новых персонажей для себя, тех, кому видите подсказки, кто подсветит вам то, чего вы не видите. Уже столько раз повторялось, что все, что привлекает вас в других, есть и в вас самих. Через другого вам маячит ваша же сила. Подобно этому и все, что вам не нравится в других, также
является вашей силой, тем, что вы не приняли, вытеснили, тем самым отдалив свою силу от себя, закапсулировав свою энергию. Раньше вы познавали себя и все окружающее через все большее и большее деление на части, через опыт разделения. Сейчас пришло время запустить обратный процесс, начать присваивать свои частички назад к себе, возвращая себе объем, целостность, возвращаясь в источник.